новой встречи с вами. И пока подключаются люди, напомню вам, что в комментариях под эфиром вы можете задавать свои вопросы, и мы постараемся на них ответить. Сегодня у нас в гостях Катя Попова. Вы уже с ней встречались. Мы рады, что она согласилась прийти к нам на сегодняшнюю встречу. Мы говорим вновь об ароматерапии. И очень радостно осознавать то, что ароматерапия плотно входит в наше сознание. Все больше людей обращаются к ароматерапии. И очень радостно от того, что молодые мамы, молодые еще девчонки, мальчишки тоже интересуются натуральной, полносоставными эфирными маслами. Как бы люди приходят к сознанию того, что натуральное – это наша жизнь, это наше здоровье, это наше счастье, это наши улыбки. И вот Катя Попова сегодня расскажет нам, как же она к этому пришла и что ей это дает. Я передаю. Прежде чем я передам слово Кате Поповой, я вам напомню, что вы можете подписаться на новости. И тот, кто смотрит на нашей площадке, можете заполнить анкету. И ваши анкеты попадут к тому, кто пригласил вас на этот эфир. И вопросы, возникающие и не получившие на них ответы в эфире, можете задать своим консультантам, те, кто вас пригласил. Не забывайте задавать вопросы, ставить лайки и слушать, внимать тому, что скажет Катюша. Да, Катя. Добрый вечер, постоянные спутники наших эфиров, уже знакомые люди. Добрый вечер, те, кто будет смотреть впервые. Предупреждаю о волнении, оказывается, оно спутник тоже всех эфиров. Ну, начнем. Эфирные масла. Да, это тема, о которой я могу говорить очень много, поэтому составила небольшое содержание и буду иногда придерживаться его. Хочу начать с благодарностей. Благодарность в первую очередь моей дочери, которой сейчас 10 лет, но начала она привыкать к эфирным маслам, к ароматерапии, наверное, с 3-4 лет где-то. Спасибо большое остеопату Елене Михайловне Мухиной, которая привела меня, точнее, направила меня в компанию «Вивасан» за можжевеловым сиропом. Спасибо большое Татьяне Ивановне. Я, по-моему, буду благодарна всегда и вечно. Расскажу немного, да, о моем отношении. Так, скептически я относилась на тот момент к сетевым компаниям, потому что чувствовала от людей неискренность, когда приходила туда. И неважно, какое качество продукта было, я уходила, если мне не нравился контакт, который между нами происходил. Первая встреча с Татьяной Ивановной произошла в компании «Вивасан». Мне посчастливилось, да, она не каждый день, вот, но в тот день, когда я пришла, была именно она. Это человек, который отнесся ко мне с таким вниманием и заботой, который я чувствую до сих пор. И мне не захотелось уходить, хотя я даже, в принципе, ничего не знала на тот момент о данной продукции. Спасибо большое Александре Дмитриевне Кожевниковой. Я думаю, присутствующие здесь все люди знают и наслышаны о ней. По ее рецептам, благодаря ее рецептам, я увидела силу эфирных масел и продолжаю также использовать ее рецепты и ее знания. В моем выступлении часто будут использоваться цитаты из ее лекций, из обучения, которое я проходила у нее. Так, сначала использование эфирных масел было на моей дочери. Она была подопытным кроликом, потому что болела чаще всех. Началось с того, что когда мы переболели, пропили антибиотики, это были первые антибиотики, и через 2 недели мой ребенок заболел снова, а я видела, какой урон нанесли они в первый раз. Врач сказал по анализу крови, что ребенок сам не выкарабкается, но я не стала их давать. Вот. И потом в нашу жизнь пришли эфирные масла. Первое приобретение эфирного масла было это масло розового дерева.
и мазь, которую сделали в офисе Вивасан на основе календулы с другими эфирными маслами, ну, для того, чтобы у моей бабушки на тот момент у нее плохо, то есть была плохая кожа и плохо заживали раны. Так, и моя мама поехала туда. Ну, естественно, очень сложно принимать что-то новое в таком возрасте. И мама оставила это себе. Ну, у моей мамы особенность в осенне-зимний период, у нее депрессивное состояние, и почти при любом общении слезы подступают. Мама говорит, ну что мне с этим делать? Я говорю, мам, ну капай себе на подушку перед сном. Проходит буквально немного времени, общаясь по телефону, я слышу, что голос моей мамы изменился. У нее улучшилось состояние, ушли те депрессивные моменты, которые были раньше. Я запомнила этот факт, начала покупать масла, но масло розового дерева я отложила на потом, потому что не было необходимости. И вот уже спустя несколько лет я приобрела и себе. В этот же вечер, который приобрела, мы играли с мужем и с дочерью в монополию. Ну, мы такие достаточно все горячие, импульсивные, часто раздражительные. И вот в этот вечер было такое же настроение. Я накапала всем на одежду и на диван положила ватный диск. Я не знала, что будет такое действие. Буквально через несколько минут настроение у всех улучшилось. А уже спустя несколько часов, когда мы ложились спать, мы хохотали, держась за животы. Я могу сказать, что такое редко происходит в нашей семье. И не могли уснуть, потому что смеялись, потому что было весело. Зная свойства этого масла, я взяла его в следующий раз навстречу, потому что вопрос, который предстояло обсудить, был достаточно конфликтный. Ушли со встречи все в прекрасном настроении, вопрос решился. И даже официант потом спрашивал, который нас обслуживал, что это за приятный запах. Вот теперь это масло мой постоянный спутник, но не на всех оно может оказать подобное действие. А почему, расскажу чуть позже. Вот, может быть, есть какие-то вопросы. Игорь, там в соцсетях... Пока вопросов нет, я еще только приветствия, здрасте всем, всем привет и так далее. Конкретных вопросов нет, я их скину, как они появятся. Хорошо, тогда продолжаем. Муж, да? Я думаю, все мы знакомы с некоторым скептицизмом у мужчин, им проще поверить, да? Ну, часто я слышу, встречаю в силу лекарств, потому что, в принципе, это традиционно, это везде. Муж поверил в силу масел, когда заболел. Заболел с температурой. Он вообще редко болеет. Здесь температура поднялась 38,4. Вот, я на тот момент еще использовала лекарства. Я говорю, так, я тебя намажу смесью, от дочери оставалось от ее предыдущей болезни. Вот, а на ночь дам тебе вот эти порошки, да, после которых хорошо, которые сбивают температуру, и ты засыпаешь. Тут у нас какие-то возникли разногласия. Я его намазала, в коридоре на тумбочке оставила порошок. С утра он встает в прекрасном расположении духа. Порошок на месте? А порошок выпил? Порошок нет, порошок не выпил, потому что ему уже вечером он пропотел, ему вечером уже стало хорошо. С утра остался только небольшой насморк, который прошел уже к середине дня. Вот, и таких историй много и в нашей жизни, и в жизни людей, которые используют данные масла. В прошлый раз Татьяна Ивановна вы хорошо подметили, я использую в основном эфирные масла компании Vivasan, это проверенное качество, и поэтому я рассказываю о том, что их можно принимать также и внутрь. Не все масла можно, не все масла могут это делать. Так, почему наша тема называется «От страха к доверию»? Я давно наблюдаю за людьми, мне очень интересно. И нашла свои записи 2018 года. И вот могу сказать, это неплохо, не хорошо. Но вот для моих взглядов, я принимаю другую сторону. Сейчас просто часть людей ориентированы на ценности материального мира, статус и так далее. У них есть цели, которые нужно выполнить, определенные временные отрезки, которые нужно достигнуть ни днем, ни больше. Ни днем больше, ни днем меньше. Их день четко распланирован, и финансы тоже. Это хорошо, да, такие люди достигают целей. С другой стороны, есть у меня такие знакомые, у которых план, да, тайм-менеджмент. Это хорошо.
Это хорошо. Но, с другой стороны, когда есть план, человек не может от него отойти. И происходят такие вещи, что люди слышат только то есть свои цели, и тем самым люди обрекают себя на невозможность получить помощь от мира, почувствовать, что им на самом деле нужно. Быть щедрыми в помощи, как человеческой, так и просто финансовой. А может быть, они здесь для того, чтобы помочь какому-то человеку. И от этой помощи будет лучше и одной стороне, и другой. И вот именно такая категория людей, как я заметила, живет в состоянии страха. Что же такое страх? Страх – это энергия, когда мы боимся, что с нами происходит, да, наше тело напрягается. Это энергия, которая сжимает, закрывает, втягивает, убирает, прячет, накапливает и наносит ущерб. А когда мы находимся в расслабленном состоянии, да, в состоянии любви, в состоянии доверия, что происходит с нашим телом, да? Оно становится расслабленным, мягким, у нас открываются плечи. Это энергия, которая расширяет, раскрывает, посылает вовне, отпускает, дает откровение, делится и исцеляет. И вот этой энергией обладает природа, да? Мне кажется, редко мы увидим, когда растение, да, сжимается, пугается, хотя есть такие исследования, когда к чему подходит человек, который нанес ущерб, у растения меняется структура. Но в большей части природа находится в состоянии любви. Только в состоянии доверия и благодарности мы можем почувствовать настоящую безусловную любовь. Да? Мы часто наверняка встречаем это сейчас в литературе. Прекрасно, если мы видим людей в таком состоянии. Да? Я перестала бояться болезни и увидела ее пользу. Пользу и развитие благодаря разным своим недугам и недугам своей дочери. Как я говорила уже, я использую масла Вивасан. И в большинстве случаев рецепты Кожевниковой Александры Дмитриевны. Этим источникам я доверяю и рекомендую. Пример. Самый первый и самый яркий пример, после которого лекарства в нашем доме исчезли. Болезнь дочери, да, это вирус, который был в течение 5-7 дней у разных детей с температурой 39 и выше. Почему я не переживала? Потому что в силу масел тогда я верила не настолько, как сейчас. Я наблюдала за детьми других семей, и, в принципе, их поведение, их состояние было таким же. Поэтому я исключила, что это патологический процесс, и успокоилась. Использовала только эфирные масла, эфирные, смесенные на основе эфирных масел, крем тимьяна, крем можжевельник. Дочь, как обычно, когда высокая температура, ребенок не ест практически несколько дней. Приходила мама, шептала на ухо, что ты мучаешь ребенка, нужно дать жаропонижающее, нужно накормить ее, а еще лучше мясом. Вот. После выздоровления, то есть температура постепенно с каждым днем уменьшалась, микроклизмы, да, еще были, которые помогали облегчить состояние. Микроклизмы – это также на основе базового масла мы добавляем определенную смесь эфирных масел. После выздоровления я заметила у дочери скачок в развитии. Она в свои 3-4 года начала высказывать такие фразы, выражения, словообороты, которые свойственны взрослым, да, иногда, может быть, даже не всем. И буквально там через неделю я смотрела лекцию Александры Дмитриевны, случайно попала на нее в интернете и услышала, что, оказывается, при грамотном подходе к болезни человек из болезни выходит обновленным. Что еще раз нам подтверждает, да, пользу болезни. И особенно это заметно у детей. Если ребенок не ползает, он начинает ползать. Если не сидит, сидеть. Если не разговаривает, то начинает говорить. Про пользу температуры, которая, да, делает большое дело, расскажу чуть позже. Ароматерапия, что Вопрос это? можете ответить? Да. Тут, во-первых, все вам советуют добра и счастья и очень советуют не волноваться, потому что, правда, не волнуйтесь, тут все свои, то есть расслабьтесь, выдохните. Объясню, хотела рассказать немножко позже, да, это особенность того состояния, которое присуще мне сейчас, вот, с которым, я надеюсь, скоро расстанемся. Я прекрасно понимаю, я внутри спокойна. Вот, хорошо, спасибо. А тут вопрос еще есть, ответите или чуть позже? Да, давайте. Тут вот такой вопрос по
именно эфирным маслам. Часто спрашивают, почему именно эфир Вивасан можно принимать внутрь. Это очень необычно, то есть вопрос. Я могу сказать, что меня жизнь привела в компанию Vivasan. И в качестве этой продукции я убедилась уже на протяжении 7 лет. Меня удовлетворяет соотношение качества и цены. Я не буду утаивать, да, есть другие производители масел, но я ближе оказалась в данной компании. В принципе, когда я рассматриваю других производителей, цена компании Vivasan и ее качество меня устраивает больше. И люди, которые меня привели, с которыми я осталась здесь. Нет, здесь вопрос, почему их можно именно пить или там капать, то есть не просто нюхать там, а вот именно... Потому что данное производство масел, оно соблюдает все принципы натуральности, да. Если мы возьмем состав любого масла, произведенного там или в другом месте, из собранных плодов или там листьев и так далее, в один период времени или в другой, мы увидим состав этого масла на лист А4. И вот если посмотреть состав, есть вещества, которые указывают на то, что есть примеси, то есть нечистое производство, то есть есть примеси других веществ, которые используются в производстве масел. Вот. В данных маслах этого нет. Об этом говорит их терапевтическое качество, то есть то, что мы видим, что при использовании их есть результат. Ну и, соответственно, цена. Да? Вот недавно была на индийской выставке, там были масла. Запахи схожи с нашими, с вивасановскими. Их цена 600-800 рублей. Аннотации, то есть состава на каждое масло, нет. То есть это говорит о том, что да, они натуральные, но для того, чтобы принимать их внутрь, мне нужно увидеть вот этот лист формата А4 и что содержится в них. Я не уверена, что это достаточно чистое производство, но масла хорошие. Спасибо. И вот тут такой философский вопрос Николай Адонев задает. Как создать в себе энергию любви? Вот. Ну, давайте я буду отвечать, наверное, на этот вопрос в ходе нашего с вами общения. Потому что, я думаю, Николай, вы прекрасно понимаете, что это не по щелчку. Ну, вопрос хороший, спасибо, и буду обращать на это внимание в ходе своего выступления. Спасибо за вопросы, меня немножко расслабило. Последнее сейчас вот зачитаю, не извините, что прервал. Вот Людмила Бублеева пишет: не волнуйтесь, Катя, 3 восклицательных знака, все замечательно, и еще 3 восклицательных знака. То есть реально все хорошо, не волнуйтесь. Спасибо большое, Людмила, за поддержку. Я думаю, не только Людмиле. Продолжаем. Ароматерапия – это... Катюш, тут еще один вопрос, может, ответишь на него. Увлечение ароматерапией повлияло на ваш образ жизни? Вы изменили питание, уровень активности? Что нового пришло в вашу жизнь вместе с эфирными маслами? Да, 3 восклицательных знака и больше еще. Да, это начало моей настоящей жизни. И тоже, чтобы не уходить от плана выступления, я тоже буду на него отвечать в ходе всего процесса. Еще один вопрос. Да, пошли вопрос. Да, ваши подруги как относятся к вашему увлечению эфирными маслами? Обижаетесь вы на отказы? Это тоже такое... Ну, я вообще такой человек, который меня интересует, да, все то, что помогает человеку от природы. Я раньше рассказывала взахлёб, я говорю, вы представляете, вот это вот так, а вот это вот помогает. Какие лекарства, какие антибиотики. Ну, конечно, мудрость, она приходит с годами, и не всегда до конца. Вот, и поэтому я теперь вижу, кому нужно рассказать. Я говорю, да, как говорит Дмитрий Троцкий, самый большой не грех, но то, что вам помешает в вашей карме, давать советы, когда их не спрашивают. Я говорю, я знаю то-то, то-то, у меня есть такой опыт. Если интересно, обращайтесь. Все, я не растрачиваю энергию обижаться. Ну, наверное, было какой-то неприятный момент. Но сейчас, да, я говорю, вот мудрость коснулась меня, поэтому учусь принимать, да, учусь приближаться вот к этой безусловной любви и принимать в этом мире все и всех. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пока что не в курсе, но что тут делать? Я просто казах, я не понимаю. А что тут надо делать?
Пока ничего не надо делать, вопросы... Отлично. Только слушать. Только Оставайся с нами, дорогой, оставайся. Так, все, продолжаем, да? Да, конечно. Спасибо этому общению. Как говорит Александра Дмитриевна, самое ресурсное, ну, то есть помогает прийти в ресурсное состояние, самое первое, самое главное – это общение. Вот, спасибо за него. Ароматерапия – это холистический подход. Что это значит? Да, мы все прекрасно знаем, что это физиология, эмоции, ментальная сфера. То есть мы не лечим только одно сердце или там, одну ногу или руку. Холистический подход – это целостный подход. Медицина – это аллопатический подход. В чем различие данного терапевтического пути от патологического медицинского? Патологический – это удаление симптомов. То есть, да, у нас заболела голова, мы выпили таблетку, мы блокировали. Удаление симптомов с разрушением и невозможность сохранить витальность. Что такое витальность? Витальность – это полнота жизненных сил, которая ищет свободного проявления. А терапевтический путь – это очищение с сохранением и возрастанием витальности. Да? Я думаю, что есть люди, которые использовали медицину и знали, как они себя чувствовали. Есть люди, которые что-то изменили в своей жизни, начиная от питания и так далее. И пришло уже другое состояние. Вот это тоже к вопросу Николая, да, когда наше тело перестает быть загрязненным, да, есть взаимодействие кишечника и мозга, и эмоциональной сферы. Много книг на эту тему написано. И когда организм очищается физически, только физический уровень, вы уже начинаете видеть по-другому, вы уже начинаете чувствовать искренность и неискренность в людях, вы уже начинаете чувствовать ткани, да, синтетика к вашему телу уже никогда не прилипнет. Вы начинаете чувствовать истинное. То есть мы не бегаем, да, ага, какой путь выбрать, вот этот или вот этот. Мы всегда начинаем чувствовать истину. А когда мы начинаем чувствовать истину, мы становимся спокойными, мы становимся свободными. Мы начинаем принимать себя, мы начинаем любить себя, потому что иначе в таком состоянии нельзя. И вот опять же, да, отвечая на вопрос про любовь. Когда у нас все хорошо, мы не раздражаемся на других. Мы их любим, и мы их принимаем. И вот в данной цепочке тоже был вопрос про то, как помогли эфирные масла изменить жизнь. Сейчас будет тоже позже. Ароматерапевтический метод не специфичен. Почему я говорила, что масло розового дерева может на кого-то повлиять немножко по-другому. Например, бальзам для носа с определенным составом масел одного человека будет возвышать, а другого опускать. Бальзам для носа от заложенности. Он поможет человеку, у которого заложен нос по причине какого-либо вируса. Но поможет ли он человеку, у которого заложен нос по причине весенней аллергии? Скорее всего, нет. Здесь должен быть другой состав. Но, может быть, один человек предложит этот бальзам другому, а он не поможет, и из-за этого уже происходит выводы, что ароматерапия не работает. Сейчас вернусь к терапевтическому подходу и патологическому. Пример про пруд. У многих на участке есть пруд. Он со временем зарастает. И мы применяем антисептики, чтобы очистить его. Это патологический метод. Но если дать пруду зарасти, и он сам себя очистит, и больше никогда не зарастет. Этот метод терапевтический. Не пробовал, кто попробует, расскажите, пожалуйста. Так, кто использует, да, здесь давно уже эфирные масла, знают про влияние вируса на клетку и про влияние эфирных масел на клетку. То есть вирус, проходя сквозь мембрану клетки, попадает внутрь. Я пока не встречала лекарств, не занималась изучением этого вопроса подробно, но у меня есть факт, да, что лекарства не могут попасть внутрь клетки через мембрану. Эфирные масла это делают. Они попадают внутрь клетки и, соответственно, убивают вирус. Неважно, какой это будет вирус, РНК или ДНК, неважно, какие будут бактерии. Если эфирные масла обладают антибактериальной активностью, то она будет проявляться во всем спектре и убивать патогены, которые вырабатывают токсичные продукты.
жизнедеятельности, для нейтрализации которых нужна высокотемпературная реакция. Про температуру, да, возможно, кто-то уже знает, кто-то слышал, но повторюсь, почему для данных патогенов, которые вырабатывают токсичные продукты, необходима высокая температура. Температура 38,5 убивает вирусы. Температура 39,2 убивает бактерии, которые на основе этих вирусов у нас произошли. То есть бактериальные инфекции, да, это отиты, ангины и так далее. 39,4, 39,6 температура убивает уже те продукты, те токсины и шлаки, которые произвели вирусы и бактерии. Что происходит с нами, да, когда мы из состояния страха, видя температуру, я иногда слышу 37,5 и уже дают жаропонижающие антибиотики, сбиваем температуру, ну хотя бы 38,5. Все, что вырабатывается вирусами и бактериями, остается у нас. И, как говорится, да, ложится пластами. Почему в пожилом возрасте часто распространенное заболевание – это остеохондрозы и остеопорозы? Потому что, если посмотреть системы организма, которые загрязняются поочередно, то это последняя, по-моему, 7-я система, которая поддается интоксикации из-за шлакованности. И поэтому, если мы не будем сбивать температуру, это один из факторов, это один из моментов, которые помогут нам не складывать данные залежи, которые образуются. Вот. А помогают при высокой температуре, во-первых, помогают спокойствию. Я знаю, что у меня стоят смеси, я знаю, что у меня стоят микроклизмы, я знаю, что если моему ребенку, мне, моим близким будет плохо, я использую данный арсенал. Но использую, естественно, до данного состояния, когда становится плохо. Что делают микроклизмы? Микроклизмы могут оставлять температуру такой, но облегчать организм, как в прошлый раз добавила Татьяна Ивановна, убирать интоксикацию. Из-за этого становится легче. Если температуре надо быть, она будет. Но она может варьироваться, опускаться и подниматься, но в любом случае главный вывод человеку, у которого данная температура, становится легко. Так. Тоже к теме любви. Эфирные масла помогают нам встать на гармоничный путь, на путь, в котором мы идем с любовью к себе и с любовью к окружающим. И на этом пути мы учимся видеть простое. Ведь все на самом деле просто, да? Как разговаривала со своей тетей недавно. Я говорю, так много знаете? Она, ой, да я сейчас понимаю, что я сейчас знаю так мало. Когда я начинаю что-то читать, мне кажется, что еще много и много нужно познавать. Но есть такое мнение, что все внутри нас, и та информация, которая нам нужна, она придет. Придет, и мы ее сможем услышать. Это вот про простое, да? Что проще? Быть спокойным, имея арсенал эфирных масел, и зная, что используя каждый, нам станет легче. Или когда мы заболеваем, нам же надо сначала пойти к врачу, чтобы он выписал рецепт и сказал, какое лекарство нам нужно выпить. Потом мы идем в аптеку. А что бывает у нас в период эпидемии? В аптеках иногда не бывает самых волшебных лекарств, самых дорогостоящих. И начинается паника. Какой путь проще? Путь лекарства и аптеки или путь того, что у вас всегда есть под рукой? Вот. Это каждый ответит на себя сам. Каждому нужно прийти, да? Потому что я тоже делала очень много вещей, которые сейчас бы не одобрила, но именно они мне помогли прийти к этому пути. Ароматерапия мимо никого не пропустит. Только открыли флакон, даже если человек не знает, что это, даже не видит, его состояние уже не будет прежним. Функция обоняния связана с дыханием. Если мы дышим, то мы обоняем. Если обоняем, то кора головного мозга вторична, а первичной подкорковой структуры, которые входят в организацию рефлекторных разнообразных актов. Кому интересно, как это происходит, можете прочитать про лимбическую систему. Очень хорошо про нее рассказывает Джо Диспенза. И вот именно на это прямым путем действуют эфирные масла. Был случай, да, недавно ходила в школу к дочери и пронюхивали с директором масла, на бумажечку капала. Зашли дети, они сразу ощутили этот аромат, этот незнакомый запах, кому-то понравился, кто-то сморщил нос, но в любом случае воздействие на них уже произошло. Если бы наблюдать
за ним в этот вечер, за ними, то мы увидели бы немножко другие реакции, да, или более спокойные, или наоборот более активное поведение. Возвращаясь к дочери и к болезням. Отиты. Ужасные боли были у дочери с самого маленького возраста. И любая болезнь у нас продолжалась отитами. Масло герани в составе смеси ухо, горло, нос. Справлялась с любыми болями. Я даже помню, мне нужно было уехать в другой город, мама оставалась. Мама уже была спокойна, потому что знала, как это все действует. По бумажечке я все расписала, что делать. Я уезжала, и сильно прям болело ухо, впервые очень так долго. Вот, но через пару часов мама позвонила и сказала, что ухо прошло. Иногда, конечно, когда мне лень делать смесь, я на ту рудочку капаю просто эфирное масло и вставляю в ухо. Но, как я уже заметила, что эфирные масла, как и дозы в гомеопатии, чем они меньше, тем они эффективнее и быстрее действуют. Кашель – это тоже основная проблема, которая у нас была. Здесь я уже научилась, здесь уже надо индивидуально подходить, смотреть, какой кашель, в какое время проявляется. И я брала крем-тимьян, чтобы также не наварить смесь, если, допустим, несерьезная болезнь, и капала на него несколько масел. Вот. Например, я узнала, что фенхель, да, мы его используем, по крайней мере, я его использовала чаще при неприятностях ЖКТ, да, желудочно-кишечным трактом, то, оказывается, он тропен еще в бронхолегочной системе, и он очень хорошо и достаточно быстро справлялся с кашлем. Профенхель, да, это масло, одно из основных, которое должно быть в аптечке. Диарея любого характера. Был случай, приезжала ко мне подруга, она приезжала на обучение. Ну, что-то случилось с желудком. Вот, я ей накапала. В первый день она поехала на обучение. Я говорю, вот сейчас все будет нормально. Приехала, я говорю, ну как? Она говорит, я молилась, и все у меня хорошо. Я говорю, ты знаешь, ну смысл по таким вопросам беспокоить? И на следующий день то же самое. Я ей капаю, вечером приезжает, я говорю, ну что, молилась? Она, я поняла, спасибо фенхелю. Вот, масло нежное, можно использовать из совершенно ранних лет, да, и из нескольких месяцев. Следующий случай был на стопе у дочери, вирусная бородавка. Не знаю, первый раз я с этим столкнулась, просто по наитию я взяла чайное дерево, было еще масло не из арсенала компании Vivasan, полынь, его нужно использовать аккуратно, там небольшая капля была. Вот, и несколько дней мы мазали, все это почернело, мы удалили, все, вирусная бородавка прошла. Так, и самое главное, с каждым годом у меня уходил страх перед болезнями. И самым показательным был 2020 год. Я могу сказать, что этот год был лучшим для нашей семьи, лично для меня. Мы с марта месяца все перешли на удаленку и уехали в любимую деревню, когда мы о таком могли мечтать. Ковид уже потом осенью перенесли на маслах я, мама моя в возрасте 70 лет, папа, перенесший за год до ковида инфаркт. Вот про Ксюшу здесь спрашивали. Вы знаете, мне кажется, она даже легче переболела, чем я. То есть она быстрее восстановилась, она тоже была на эфирных маслах. То есть, повторюсь, да, кто не смотрел вчерашний эфир, это девушка с диагнозом рак четвертой степени с метастазами в костях, который не побоялся и доверился. Вот, кому интересно, можете посмотреть вчерашний эфир. Также ВКонтакте на странице Татьяны Ивановны и на Ютубе, да, по-моему. Вот. Про инфаркт папы. У меня как раз была консультация с Александрой Дмитриевной. Ну и в ходе мне пришлось сказать, что вот у папы лежит в больнице. Я не знала, что здесь тоже можно помочь эфирными маслами. В первую очередь здесь идет пара масло ладан и масло розы. Вот эта пара, она, наверное, главная во всех ситуациях. Если не знаете, что делать, если не знаете, с чего начать, если не знаете, как достичь состояния любви, берите эту пару и пропивайте по капле утром и вечером, можно и 3 раза в день. И также при инфаркте я делала папе смеси по рекомендациям Александры Дмитриевны для промазывания грудины. Он не верил, но мазали. Возможно, его состояние сейчас гораздо лучше. Благодарность, да, данным этим процедурам. Вот. Так, про Ксюшу сказали, заговорили про сердце.
очень часто, вообще очень часто гипертонические кризы, да, с которыми мы встречаемся у себя, у своих близких и знакомых. У мамы начался первый раз, я помню, 7 марта перед 8-м. Она позвонила, говорит, давление. Ну, у нас не 90 на 60, 80 на 50, это нормально. У нее было 150. Естественно, что в первую очередь? Это волнение. Волнение, с которым очень трудно справиться, как мы знаем. Есть наглядный пример. Также по рецептам Александры Дмитриевны, который мне сообщил Маша Щетинина, у нее было записано все от руки, мы научились нормализовать давление. И снова нам это помогло научиться жить без страха. У мамы есть арсенал необходимый, я сейчас расскажу, с которым она ездит со своей косметичкой. И, в принципе, все, она даже мне не говорит, а все не было, я намазалась и уснула, и все нормально. Первое, я думаю, распространенное, все знают, ноги тазик с горячей водой. Крем-можжевельник мы используем на воротниковую зону, на икры и можно стопы, когда мы достанем их из горячей воды. Масло иланг-иланг очень действенно. С ним вот есть смесь. Я сейчас не скажу, но вы все Вивасан знают эту смесь и делают. Нюхаем апельсин и эвкалипт на темечко и на ее еремную ямку. Мы капаем или лимон, или мяту, или чередуем их. Мама сидела с ватным диском с маслами. Настроение очень быстро стало хорошим. Она начала шутить и смеяться. Приехала скорая, но она, естественно, назначила какие-то таблетки, названия их даже не помню. Высокое давление, что она делает? Возьмем трубу, да, в многоэтажном доме, откуда вода поставляется снизу. Для того, чтобы доставить воду на более высокие этажи, необходим напор. Что происходит, да? Видимо, что-то происходит с сосудами в определенное время. И поэтому давление, кровь у нас будет подаваться наверх, высшие этажи, с определенным давлением, для того, чтобы снабдить клетки мозга необходимыми веществами, кислородом и так далее. Что мы делаем, когда мы употребляем статины и другие лекарства? Мы снижаем это давление, и кровь не успевает достичь нашего головного мозга. Если посмотреть причины таких болезней, как болезни Альцгеймера, деменции и так далее, можно проследить, что это следствие, один из факторов, да, это следствие приема понижающих давление препаратов. Еще говорила про смеси, да, можно варьировать их действие не только количеством эфирных масел состава, но и тем, на основе какого масла вы делаете. Для промазывания лимфоузлов чаще всего я беру масло виноградной косточки. Оно оптимально, оно не сильно жирное, оно быстро впитывается. Но, допустим, если вы делаете смеси для того, чтобы они достигли эффекта, достиг более глубоких структур, да, это суставы и так далее, то лучше брать касторовое масло. Оно более жирное, оно хуже впитывается, но глубже проникает. Легкие масла, например, как миндальные, да, мы берем для того, чтобы нам поверхность кожи улучшить и что-то на более верхних слоях. На что способны эфирные масла? Да, мы с вами подытожим. Вирусные, бактериальные инфекции, высокая температура. Они способны как дать высокую температуру, так и облегчить состояние. Допустим, если наш организм имеет низкий уровень здоровья, и мы можем дать температуру на максимум 38,5, по себе могу знать, использование эфирных масел в смесях и других способов помогает нашему организму дать более высокую температуру. Вот сейчас я знаю, что такое 39. Да, почему у нас у детей при любом вирусе температура легко поднимается до 39-40, а у взрослых иногда 37,5. Вот. И также высокая температура, да, возвращаясь к этой теме, способна перезагружать центральную нервную систему. Например, вот у детей, если после последствий прививок, да, есть какие-то нарушения в развитии, то здесь нужно активно использовать эфирные масла, дабы дать высокую температуру и перезагрузить центральную нервную систему. У Ксюши, вот, которую упоминала выше, был случай, не могу сейчас сказать, то ли под воздействием чего-то у нее поднялась высокая температура 40 градусов.
Мы с ней уже общались, она знала, что нельзя ее сбивать. Она смогла ее перетерпеть. И потом, впоследствии, оказалось, и сказали, что эта высокая температура спасла тебя, именно поэтому ты сейчас жива. То есть раковые клетки, я где-то слышала, точно сейчас не могу сказать, они тоже боятся высокой температуры. Гаймориты. Случай, да, Татьяна Ивановна, когда бальзамом 33 травы убрали постоянно надоедающий гайморит. Отиты, воспаление десен, полости рта, интоксикация, отравление, кожные заболевания, пролежни, растяжки, рубцы, улучшение качества кожи. Да, я уже постоянно беру крема Вивасан и капаю определенный состав масел. Помогает, да. Но самое главное брать натуральные крема без наличия каких-то химических веществ, иначе эфирные масла тянут все внутрь, и это будет у вас внутри. Аритмия. По себе знаю, масло не из арсенала Вивасан, но я про него скажу. Убрало у меня аритмию, подробнее расскажу, как и что. Высокое давление, низкое давление, насекомые. У нас деревня находится в месте, где реки, болота, и как только весна, все, начинаются комары. На улицу вечером просто так не выйти. Масло цитронеллы, проверено годами, муж без него в деревню не приезжает. И масло цитронеллы фигурировало в истории Александры Дмитриевны, когда из комы удалось вывести ребенка, у которого было отравление ртутью. Вирусная бородавка, головные боли. Бытовой пример. Приехали родственники, муж, жена. Они когда ехали, он говорит: забыла взять цитрамон, вдруг голова заболит, ведь у них нет лекарств. Приехала, заболела голова. Я так и знала. Я намазала ей мятой, сверху еще бальзамом 33 травы. Надо же показать, что действует. На самом деле прошло. Прошло буквально в течение 15 минут. Так, антипаразитарные программы, боли различного происхождения. Стопроцентное положительное воздействие на психику. Здесь расскажу про масло ладана. Не знала, что так может быть. Пришла как раз за ним в офис Вивасан Татьяне Ивановне, тогда как был биопульсар. На биопульсаре оказалось, что у меня депрессивное состояние в виде серого облака над головой. Но все же было хорошо, какое депрессивное состояние. За этот месяц я пила ладан под язык по капле утром и вечером и сделала сеанс остеопатии. То есть это вот два новых момента, которые присутствовали в моей жизни. Когда я пришла на биопульсар, все показатели всех систем были на норме, на середине. И никакого серого облака не было над моей головой. Вот. Поэтому проверяйте, кто не верит. Нарушение сна, раны, ожоги. При ожоге, да, мы часто думаем о лаванде, но на ожог свежий льем чистый эвкалипт. И кто это делал, то площади ожогов сокращались. Первая помощь при анафилактическом шоке – мята. Мяту чистую на грудь, и вы сократите или уберете совсем данное состояние. И вообще при шоковых состояниях, выхаживания новорожденных тоже были случаи, когда ребенок под аппаратом поправлялся за 2 дня. В комплексе с другими препаратами на основе эфирных масел. Проблемы щитовидной железы, онкологии, аллергии и производные от нее, сахарный диабет. Это спектр, на который влияют эфирные масла. Генетические заболевания. Но есть версия, которая, в принципе, укладывается у меня, то, что генетических заболеваний не бывает. Например, какое-то заболевание, оно имеет определенную черту у человека. Естественно, эта черта передается другому и другому, да, матери, дочери и так далее. Если этот человек увидит закономерность и уберет у себя данную черту или, наоборот, разовьет, то он увидит, что данное генетическое заболевание ушло, его нет. Что помогает при этом, что помогает нам выйти в состояние, да? Эфирные масла. Вот также пример, яркий пример, также из лекции Александры Дмитриевны, тимьян и тонус матки, да? И это также показательный пример страха, состояния и расслабленности любви. Тонус, да? Это сжатие, это холод, это темнота.
А тимьян – это масло, да, солнечное, да, Жанетта, вы в прошлый раз написали, да, что убирает страхи. Да, правильно, оно убирает страхи, оно убирает вот эту зажатость, и происходит расслабление. Вопросы, может быть, есть какие-то? Здесь смотри, значит, пишет Ирина и Марьюшка. Ароматерапия и вивасан способствовали, чтобы мы с будущим мужем сошлись ближе. Это вот как пример. А какое масло или что, какой? Я делала мужу себе смеси из эфирных масел вивасан для массажа. Какие она не пишет. Угу. Ну, уже сам массаж с эфирными маслами. Эфиры мощно и непосредственно воздействуют на мозг. Да, о чем я и говорила, Да. на подкорковые структуры. Прочитайте ради интереса, за что отвечает у нас лимбическая система, и поймете вот это вот воздействие грамотное масел. Ну и прям буквально минуточку Катя чуть-чуть отдохнет, глоточек воды сделает. Я о том, что есть у меня одна мама, она у нас наблюдает ребенка с 3 лет, сейчас 7. И про то, что вот эфирные масла способны не просто как бы снять температуру, людям нужно убрать температуру, да, а у нее наоборот, от смеси поднимается температура. Объясняю ей, что сопротивляемость организма очень низкая у ребенка, и радуйся, что температура поднимается. Вот эти смеси эфирных масел, они будут иммунитет, прям подталкивают, просыпайся, давай работай. И он начинает работать. А иммунитет начинает работать. Что значит работать? Если внутри сидит какой-то вирус, конечно, поднимается температура. Это ее пугало. Ну, слава богу, это прошло, но тем не менее вот такой пример есть. То есть, если вы использовать начинаете эфирные масла и поднимается температура, кричите «Ура!» просто-напросто. Значит, да. Организм разобрался. Согласна, я когда предупреждаю, я говорю, на фоне использования может подняться температура. О, нет, тогда не буду, я боюсь. Вот. Смелость, да, смелость и умение слышать себя. Сейчас с маслом нерали засыпаю, просыпаюсь, когда не очень себя чувствую, тоже расскажу почему. И тоже вот мне его захотелось, несмотря на его цену, да, купила его. Когда прочитала аннотацию, поняла, что это то, что мне нужно в данный момент. И вот примеры также еще про то, что про умение слышать себя. Был период сыроедения, и девочка, у которой я наблюдалась, она рассказывала про витамин В12, который, в принципе, не вырабатывается, поступает только с пищей. С пищей, с той, которую сыроеды практически не едят. А у меня были некоторые симптомы на тот момент. Я прочитала, нехватка В12. Я думаю, ну надо что-то делать. Думаю, в аптеку не хочу, прихожу в Вивасан совершенно по другому вопросу. И тут Татьяна Ивановна кому-то начинает рассказывать про феррофорте. Я говорю, давайте мне 2, я пропиваю, и все симптомы уходят. То есть то, когда нам не надо заморачиваться, ну это надо чувствовать себя на 100%, да, не надо заморачиваться, сдавать какие-то анализы, пропивать какие-то средства из аптек. Вот это то, когда все, как говорит Зеланд, да, выбирать тот путь, который легче. Слушайте себя настоящих. Внутри нас уже есть та любовь, Николай. Вот, она у нас есть. Но то, что называется нашими мыслями, потоком мыслей, и то, что называется нашим эго, не дает услышать и почувствовать. Вот эфирные масла помогают нам пребывать в этом состоянии, в том, в котором мы слышим, что внутри. Чувство доверия и любви, а не чувство страха. И тогда можете сразу увидеть и почувствовать, что каждый выбор, который вы совершаете, верный. Жизнь без сомнений, она прекрасна. Масла могут привести в это чудесное состояние, и все будет происходить легко. Будут исполняться желания. Будут как пример, да? Очень часто это происходит в деревне, думаю, крыжовник. Посмотрела на куст, думаю, обобрали уже. Полчаса приходит тетя с лукошком крыжовника, говорит, говорит, мне уже не нужен. И так будет всегда, если вы будете в данном состоянии. Болезнь – это наш спасатель. Ведь она нам доставляет дискомфорт,
А избавиться от него мы можем, или убрав симптомы на некоторое время, или можем убрать ту причину, которая у нас вот здесь, наши установки, наше поведение. И когда мы это уберем, наша жизнь станет краше во много раз. Пример Ксении. До болезни она не хотела жить. Она даже говорила об этом. Сейчас она подбадривает всех нас и говорит: жизнь прекрасна, наслаждайтесь каждым днем, делайте то, что вам нравится. Вам хочется этого? Тогда встречайте болезнь с радостью, благодарите и принимайте ее. Ищите, почему она пришла. Вопросы? Так, Можно вопросы добавлю? я пока не вижу. Да, давай. Можно я добавлю? Когда мамочки касаются эфирных масел для своих детей, они на интуитивном уровне чувствуют, чем они могут своему ребенку помочь. Это, наверное, очень сложно объяснить, но мамочка, она чувствует, что ему необходимо ребенку. Даже не зная, что у него болит на данный момент, но ты знаешь, что делать. Я помню, когда у моему ребенку было год с небольшим, я помню, что когда я говорила, что я ребенка с температурой опускаю в ванну с эфирными маслами, на меня многие смотрели с круглыми глазами, в том числе врачи. Они не понимали, зачем я это делаю, как это вообще при температуре ребенка мыть. Потому что через кожу выделяется интоксикация, ее, наоборот, нужно убирать, а не чтобы это несколько дней, как у нас учат, несколько дней ребенка мыть не надо при высокой температуре. Но нужно же понимать некоторые вещи, что здесь собирается то, что нужно смыть с кожи. И уже через кожу, когда проникают эфирные масла, тогда идет эффект гораздо быстрее и лучше. И не нужно бояться, нужно просто пробовать, чтобы получить этот самый классный результат на своей семье, на своих детках. Да, Юля, спасибо за пример. Спасибо большое, Катечка. Да. Прошу прощения за свое волнение. Объясню, да, почему это происходит. В мою жизнь тоже пришла болезнь, мы переехали. Этот переезд оказался для меня стрессом. Я же потом стала замечать, что данный стресс у многих, у кого-то онкология проявляется при переезде. Вот, у меня проявился в виде гипертиреоза. Сдавала год назад анализы на гормоны. Ни один гормон далеко был не в норме. Мне все кричали, что нужно гормоны, иначе все. Вот. Я использовала эфирные масла в виде эфирных масел, в виде бальзамов, которые мне делала Александра Дмитриевна. Там было масло копальбы. И при состоянии, когда ничего не поменялось, моя аритмия с 100 ударов в секунду, а может в минуту, да, во что? В минуту, а может быть даже и больше, я иногда просто не замеряла, ушла. Вот. Гомеопатия и эфирные масла – это все, что присутствует в моей жизни сейчас. Поэтому пока легко у меня, из-за диагноза, да, легко проявляется волнение, заметно иногда на глазах. Вот. Но могу сказать, что вот Ксюша повторила вчера мои слова, а может быть, я ее, что если мне сказали, если бы ты откатила назад, хотела бы ты не болеть? Нет, не хотела. Эта болезнь принесла мне новую жизнь без страха, новую жизнь со мной настоящей, с моими желаниями. Даже знакомые, которые меня знают, уже давно видят эти изменения. Желаю таких изменений всем, желательно без болезни, но если они приходят, радуйтесь. Катюш, здесь вот Людмила пишет, очень грамотно, аргументированно. Кроме смелости еще и уверенность нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о аритмии. Чем убирали? Аритмия, в зависимости от того, какая причина, у меня причина – это нарушение гормонального баланса. Вот. В данной ситуации у меня был бальзам, который делала Александра Дмитриевна. Состав всех масел не знаю, но слышала, что копальба. Вот. В арсенале Вивасан данного масла нет. Вводите. Очень хорошее масло. Вот. И я ищу и искала причины, которые привели к данному состоянию. Вот. Потому что если вы не измените, копальба поможет, но на время. Вопросы еще есть у кого-то? Задавайте вопросы. Катюш, спасибо. Вопросов больше пока не вижу.
Спасибо большое. Очень интересно, очень доступно. Все хорошо, не волнуйся. Да, Да. еще знаете, что заметила, когда не строишь ожиданий, когда делаешь, да, это все как от души, то это происходит легче. А когда уже есть, да, какие-то намеченные цели, думаешь, как бы вот так вот, как бы получше, соответственно, получается немножко хуже. Что-то еще писала, здесь хотела. Да, и берите ответственность за себя, на себя, потому что когда мы ходим к врачу, мы перекладываем ответственность на врача, а врач видит нас только отдельными частями. Вот, и поэтому, когда берем на себя, то тогда некого винить. А когда некого винить, это очень чудесное состояние, тоже одно из тех, которые перечисляла. Вы не тратите энергию на то, ага, вот он виноват, что со мной сейчас вот так. Вы знаете, что вы все вправе и в силах изменить. Кому нужна уверенность, пишите, поддержу в периоды болезни. И не только. Спасибо, Катюш. Вообще ароматерапия... Так, это сюда пишут или не сюда? Это не сюда пишут. Вообще ароматерапия на данный момент, на сегодня, это вот как раз является лидером в балансе, в гармонии человека. Вот, поэтому очень радостно то, что присоединяется к нам достаточно много людей. Хочу напомнить всем, кто нас слышит, если вам понравился эфир, не забывайте ставить лайки и поделиться с друзьями эфиром. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вы не успели еще нам задать сейчас, а потом возникнут, все равно задавайте, мы вам ответим. Благодарю за прекрасный эфир, Людмила Бублеева пишет. У меня вопрос можно, Катя? Конечно. Как же я могу без вопроса? Я Я хотела вам задать вопрос. Я так понимаю, у вас сейчас арома жизнь такая, что ни дня без эфирного масла? Это Да, действительно да, так? да. А как вы считаете, нужно ли делать какие-то перерывы в ароматерапии? Или мы просто меняем одни масла на другие? Ваше Я мнение? думаю, как сказала Юлия в отношении мам, в отношении своих детей, так и в отношении нас, чувствуете, что вам нужно сейчас. Ведь использование любого масла длительно, да, как и любого продукта пищевого, оно надоедает, организм нам подскажет, когда не надо. Ну, естественно, и ложками пить не надо, да, почему в европейских источниках запрещается использовать эфирные масла внутрь, потому что люди, приняв такой факт, начинают, в прямом смысле делать это ложками.Естественно, это приводит к какому-то состоянию. Чувствуете? Здесь самое важное прислушиваться к себе и быть в диалоге со своим организмом. Да, Жанет. Спасибо. Пишите. Обязательно. Количество потребляемой воды нужно увеличивать, вопрос? Здесь тоже смотрите по себе, потому что те источники, которые говорят, что нужно выпивать 1,5-2 литра воды в день, да, ее нужно пить. Но какую воду, для какого организма? Может быть, вы находитесь в том состоянии, когда это количество воды для вас может быть губительным. Вот, поэтому на каждый, мне кажется, ответ присутствует. Вода. Но вода, которая... это тоже отдельная тема щелочная. Да? Есть активаторы, которые делают воду щелочную. Есть шунгит, который убирает лишнее, да, и наполняет воду. Вот, есть фильтры, да, родниковая вода, но она тоже не всегда содержит нужный состав. Вот, есть средства для структурирования воды. Вода меняется очень, вода становится вкусной, вода становится полезной. Интересный вебинар, хорошая подача материала. А Катя молодец. Спасибо. Спасибо за поддержку. Она всегда очень нужна. Организму любому нужна вода. Друзья, Вы знаете, при повышенном давлении большое количество воды, наоборот, может его повышать еще сильнее. Поэтому индивидуально в любом случае нужно всегда смотреть. Любая проблема, она рассматривается индивидуально. конечно, все Вот исходя из того, какие есть проблемы. Поэтому вода нужна, но в меру.
Вера, у каждого Можно я скажу про воду чуть-чуть, потому что у нас вообще нет, ну, во всяком случае, я говорю о своем поколении, ну и также и о вашем, потому что мы вас воспитывали, да, поколение, которое у нас не было культуры этой питья воды вообще в принципе. То есть если я очень хорошо помню своих детей, которые, когда просили попить, что обычно мама делает? Мама что-нибудь полезное начинает индюривать. Компотик, молочка, сок или что-нибудь еще. И я помню мою племянницу, которая совсем маленькая была, но говорить уже могла. Когда она просила пить, она говорит: попить воды много, белой и в большой кружке. Вот. И когда мы говорим о том, много воды или мало, у меня борьба идет постоянная, чтобы вообще не забыть выпить чистой воды. И если это литр набирается, я уже говорю: слушай, я прям вот молодец. Это при моем, так сказать, при моей фактуре литр это вообще ни про что. Поэтому здесь, конечно, надо быть, и хорошая вода должна быть, и правильная вода, и кроме того, чтобы она вообще была хотя бы как-то, хоть как-то была. Но вы знаете, когда мы начинали только изучать эфирные масла и говорили тогда с Сильвио Фриголи, ну вот с ароматерапевтами, которые тогда начинали, я не знаю, как Кожевникова относится к этому, но те ароматерапевты, с кем мы разговаривали, они обращали внимание, потому что как только активные вещества попадают в твой организм, а эфирные масла – это активные вещества, они начинают работать с тобой, то нужен какой-то выход. И для того, чтобы подтолкнуть наши, так сказать, органы, что переработанные какие-то вещи, токсины там и прочее вытолкнуть, здесь нужно какое-то количество воды. То есть, когда мы говорим о воде, ребят, не 5 литров, не ведрами, а ну хотя бы вообще, чтобы оно было с утра хотя бы стакана, лучше 1,5-2, но не залпом, ну и так далее. Но это мое, так сказать, мнение, исходя из того, что я слышала, читала, и когда мы говорили вот о нашей продукции в том числе. Спасибо. Обязательно движение. Обязательно движение. Когда эфирное масло применяем, вода и движение, чтобы лимфа работала. Это А чтобы не было застоя лимфы, да. Жанетта, мы знаем твой пунктик в этом плане, да. Мы же здесь спрашивали еще по поводу воды, когда у нас идет передозировка, поэтому вопросы, они как бы все обтекаемые. Когда идет передозировка масел, тогда вода рекомендована. Плюс 1-2 стакана выпить. Если мы касаемся этого, тоже в том числе. Имейте в виду, если передозировка, тогда плюс 1-2 стакана воды сверху. Добавляем. Еще отзывы, спасибо, все было познавательно. При приеме эфирных масел Вивасан количество воды увеличивается. Но это совсем другая история. Про воду можно тоже говорить достаточно долго. И как бы целый вебинар можно на эту тему сделать. Итак. Я заметила, секунду, да. Пожалуйста, простите, да. Что когда наш организм входит в состояние здорового и чистого, то не надо задумываться, что надо, а что не надо, потому что он начинает выбирать то, что нужно и то, что полезно, и уже не захочет ту булку с витрины аппетитную или чашку кофе вместо стакана воды. Поэтому живите свободно и расслабленно. Возможно ли избавиться от отеков при помощи эфирных масел? Наверное, нужно сначала узнать причину этих отеков. Да, причина может быть как психосоматическая, на себе я испытала. И насчет эфирных масел я пока с таким опытом не сталкивалась, но могу рассказать о масле черного тмина, которое своим второстепенным действием, оно в первую очередь противовирусное, но есть там такое объяснение, что оно влияет как-то даже на сурфактант легких и с вторичным действием убирает отеки. Не как лекарство, которое выводит нужную жидкость с нужными микроэлементами, а нужную дозу отеков оно убирает. Это может быть и питание, это может быть и эмоционально, это может быть сбой в работе каких-то из внутренних органов.
Ну, правильно. То есть нужно сначала знать причину, а потом уже работать. Эфирные масла в любом случае все равно как бы к программе основной обязательно надо добавлять, и они будут снимать отеки. Если это имеется в виду в нижних конечностях, это значит нарушение оттока, то здесь тоже отдельная совершенно программа, уникальная. И есть такие рецепты, которые помогают в этом. Ну, и как бы, ну, именно нужно знать. Основное, считаю, питание. Убирайте все лишнее. Есть даже такая программа питания, по которой в течение определенного количества времени вводятся продукты после недели детокса. И когда становишься на весы на следующий день, если вес превышает 200 грамм, значит, данный продукт, съеденный накануне, не ваш. Даже был отзыв женщины, что тыква была не ее, она вызывала отеки. Поэтому со всех сторон можно подойти. Спасибо, Катя. Любви, благоденствия, Жанетта пишет. Катя, ответьте, пожалуйста, вопрос задают в Инстаграм, а то у нас тут социальные сети бездоленных. То, что они тут пишут, вы не видите, я вот зачитаю его. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какое эфирное масло помогает при дыхании, когда сбивается дыхание? Спасибо. Спасибо за вопрос. Сбой дыхания может быть, как в моем случае, да, это гормональное нарушение. Сбой дыхания может быть в виде панических атак. Это стрессовое состояние. Прошу прощения, что не даю конкретных ответов, потому что можете обратиться к Татьяне Ивановне, узнать мой номер телефона и написать. Потому что если панические атаки – это состояние стресса почему? Возможно, у вас, да, структура, да, нервной системы достаточно, да, такая подверженная стрессам. И нужно смотреть, нужно не сбой дыхания убирать, а нужно убирать причину, которая предшествовала сбою дыхания. В данной ситуации могу единственное сказать, что пронюхайте масла, какой спектр у вас будет возможности, выберите то, которое нравится, и то, которое не нравится. И периодически пронюхивайте их. Но я думаю, что это состояние стресса, предполагаю, скорее всего, тоже масло ладана эфирного пропейте в 21 день, можно месяц по капле под язык утром и вечером. Но лучше выяснить, да, диагноз, причину, по которой все это происходит. Ну, вообще, вот если говорить о нынешней ситуации мировой, скажем так, да, то как бы дыхание, есть у нас композиция, которая называется «Респира», это как раз «Дыши». Она очень хорошо наполняет кислородом кровеносное русло. И есть композиция «Купание среди лесов». Вот когда мы с мужем болели ковидом, то мы дышали беспрерывно купание среди лесов. Осложнение на легкие не пошло, а дыхание лучше, конечно же, лучше дыхание. И про аритмию еще я хочу сказать, прям буквально 30 секунд. Есть рецепты смеси эфирных масел, которые даже после инфаркта наносить на грудину, буквально всего 2-3 капельки, растирать грудину. Вот папа у меня... Да, делала смесь ему, да, Катя? Вот, да, делала грудину и под левой лопаткой, и только делать это курсом, и очень хорошо это работает. Итак, спасибо, Татьяна Ивановна, секундочку. Да. Спасибо. У меня, да, это могут быть хвойные, это могут быть, ну, на вопрос про сбой дыхания, это может быть апельсин и эвкалипт, пара дыхания, да, сбой дыхания, где он идет, это легкие. Легкие у нас отвечают за возможность дышать полной грудью, да, может быть, у вас что-то связано, ну, там, с аллергическим компонентом или с астмой. Легкие дышать полной грудью, жить своей жизнью. Посмотрите, что вокруг вас. Живете ли вы так, как вы хотите? Делаете то, что вы хотите? Дышите ли вы в прямом и переносном смысле полной грудью? Итак, если вы хотите дышать полной грудью, свободно, если вы хотите жить в атмосфере радости, благополучия, благоденствия, благодарности, чтобы вы были, ваши близкие, здоровы, чтобы к вам притягивались люди. Люди же притягиваются, опять-таки, если есть какая-то связь, да, и вот здесь как раз работают эфирные масла. Для того, чтобы жизнь ваша расцветала во всех смыслах слова, эфирные масла
ну просто необыкновенно здорово здесь работают. Татьяна Да, Ивановна, Катя Катюш? держит руку. Да, Катюш? Татьяна Ивановна, вы, да, меня на мысли наводите. Я не ответила до конца на вопрос про как эфирные масла изменили мою жизнь. Вот, сначала я перестала есть мясо из чувства благодарности. Это происходило легко. Сейчас из-за болезни немножко вернулась. Вот, потом появились эфирные масла. За эфирными маслами притянулась остеопатия. За остеопатией притянулось питание. Питание – это верх совершенства. Вот Жанна в прошлый раз спрашивала, что еще используете, дыхательные практики. Я говорю, задумалась, мне подарили книгу «Дыши». Что-то еще я вспоминала в своей жизни. Меняется, и я меняюсь, и я не боюсь, да, говорить, я не боюсь жить так, как хочу, пока не настолько получается, но все-таки вот, все приходит, когда вы в определенном состоянии, да, Татьяна Ивановна говорит, вы притягиваете все самое нужное и все самое истинное. Катя, следующий эфир 8 числа, да? Ну, то есть Да, понедельник, да. Что вспомнишь, записывай. Какая это будет тема, и можно вас попросить поделиться какими-то рецептами, чтобы уже можно было сделать подарок слушателям, ну, хотя бы несколько рецептов от таких самых распространенных проблем. Угу. Я посмотрю, я хотела посмотреть там по обучению, что-то, какие-то темы, может быть, выбрать, может быть, больше осветить какое-то масло. По рецептам без проблем, да, есть вот у меня основные, которые я использую, конечно. Угу. Еще вопрос из Инстаграма, извините, а тут, оказывается, народ много пишет, а я просто игнорю все это дело. Ай-яй-яй. Ну, тут конкретный вопрос, я думаю, что, наверное, вот так вот дистанционно сложно мне будет ответить. У ребенка, ему 2 месяца, я думаю, 2 года, дерматит, зуд кожи. Что порекомендуете? Вопрос задает, скорее всего, мама, но не папа. Во-первых, это до 7 лет дети, болезни детей – это болезни мамы, 100%. Как только я понимала причину, мой ребенок выздоравливал, или остеопат говорил, что нарушения поддаются воздействию гораздо легче и происходит выздоровление. Вот. По дерматитам, Татьяна Ивановна, вы сталкивались, да, с такими вопросами, по-моему, Да. чаще, вот, именно из эфирных масел. Но первое, посмотрите, может быть, у вас было какое-то раздражение, выплеск эмоций, неприятности в семье или где-то. Вот, уберите эту реакцию у себя, и вы увидите, что у ребенка это уйдет. Вот, это также помогут. Пронюхайте, что вам нравится из масел. Вот, а какие-то смеси, по-моему, были, да, Татьяна Ивановна, у вас? Артишок еще. Артишок просто работает супер. Ребенку 2 месяца, очень маленький ребенок, чтобы много мамы нужно здесь нельзя. Артишок однозначно, просто однозначно артишок. И эфирные масла здесь только вот такие легкие, которые можно... Чайное дерево по 1 капельке в ванну добавлять. Это я проходила на своем ребенке, поэтому проверила 100% результат. Чайное дерево, лаванду. И еще, значит, купать ребенка пенкой Вивадерм. Да. С мамы начать. Промазывать вот эти места кремом календулы. Крем календулы. Здесь еще имеет значение, как кормит мама грудью или нет. Если она кормит, то ей артишок самой нужно пить. Можно я скажу, Катюш, и добавлять по капельке. Юля, В какой части тела дерматит? 1 секунду. О многом говорит. Такой маленький ребенок – это индивидуальная консультация, точка. Эфирные масла не рекомендуются. Мы можем со своими детьми делать, что мы хотим. Ну, определенно, этого самого, да, как в том фильме. Я его родила, я его и вот, что хочу кормлю, не хочу, не кормлю. Вот. Поэтому вот такие вопросы – это абсолютно индивидуально. И человек, который задал этот вопрос, просто нужно сейчас сказать, куда обратиться, как с вами связаться для того, чтобы проговорить это, Татьяна Ивановна. Ну вот, если вы по чьему-то приглашению пришли, конечно, к нему обращайтесь. Это вопрос у Игоря в Инстаграм. Я поняла. Да. Это надо обязательно просто связаться с человеком. Если вы хотите, пожалуйста, ВКонтакте, в Инстаграме вы можете найти Татьяна Панарина.
можете позвонить. Могу телефон назвать 920-244-74-72. Можно я остальные вопросы из Инстаграма зачитаю? Да, давайте, да. Ну, тут вопрос-комментарий. То есть любые клизмы обезвоживают организм, и особенно преступно делать клизмы детям. Я, правда, не слышал, что... Вот на этот Здесь вопрос, вопрос Игорь, давайте сначала идет, ответим. я отвечу. Здесь вопрос Да. идет о микроклизмах. То есть что это такое? Это базовое масло, допустим, мы берем виноградное. На 30 мл мы капаем определенный состав эфирных масел, до 12 капель, например, ну, смотря какая доза для человека, у которого высокий уровень здоровья, низкий, пожилой ли это человек, ребенок. И мы берем, рекомендуем от 3 до 5 мл шприц без иглы, но моему ребенку помогал 1 мл данной смеси, мы вводим как микроклизму, поэтому вопрос о клизмах здесь не стоял. Здесь, видимо, просто вот сам термин. Мы привыкли, что клизма – это груша, огромное количество воды. Это ничего вообще общего с этим не имеет. Я согласна. Спасибо за комментарий, потому что, возможно, не только вы, да? Да, Отличный вопрос. Да. И почему микроклизма так работает? Опять-таки, это чуть-чуть, совсем немножечко. Назад ничего не выливается, микрофлора не нарушается. В прямой кишке есть вены, и попадая в вены прямой кишки, микроклизмы, то есть эфирные масла, они сразу проникают в кровоток. Микроклизмы приравниваются к внутривенному вливанию по своему воздействию, поэтому они просто быстро действуют. Ну и мы знаем, что в прямой кишке иммунитет именно там. Да. Именно еще там по всем этим самым. И еще такой момент, что есть пути проникновения эфирных масел, да, и все, кроме пути для микроклизм, они проходят через желудочно-кишечный тракт, то есть затрачивается время и, естественно, количество, да, энергии в данном процессе. А если через микроклизмы, этот путь избегает желудочно-кишечный тракт и сразу идет в легкие кровеносные сосуды. Отлично, отлично. Как помочь подростку в период пубертата? Ну, наверное, это надо уже опять личной консультации, что, какие симптомы, какие обстоятельства. Просто вот так на прямой эфир. А вы знаете, это хорошая прямо тема для эфира. Вот да. Подростковый возраст и что да. С этим делать. Это прям это отдельная тема, да. Да, там и будет тема прыщей у детей, они переживать начинают. Да, Данила, вы, пожалуйста, обращайтесь. Мы как бы оставляйте свои контактные данные, когда это будет тема, мы вам обязательно и в личные сообщения бросим, чтобы и вы... вообще не забудьте там лайки нам ставить и делиться нашим эфиром и подписываться на наши новости. Посмотрите, какие у нас молодые, прекрасные, профессиональные ораторы, спикеры, да, Катя просто великолепна. Можно продолжать вопросы? Игорь, давайте вопросы. Можно, подождите секунду, про пубертатный период. Здесь также рассмотрите обстановку в семье, внимание со стороны мамы, папы. Это в первую очередь не внимание не то, которое поел, попил, что сегодня получил, во сколько вчера пришел, а то внимание как к человеку. Отложить все свои дела, все свои телефоны и знать, что у него происходит. Возможно, у вас так это и происходит. Но людям, которые задают вопросы, на которые мы не даем конкретных ответов, рассмотрите масла ладана и розы. Возможно, при их использовании, как я рассказывала, уже внутрь по капле утром и вечером, даже одного из этих масел, ваша ситуация уже разрешится в лучшую сторону. И себе заодно, да? Да, конечно. Как начинается все с нас. Меняемся мы, меняются вокруг нас люди, в первую очередь близкие. У меня вот ребенок. Иногда возникают проблемы, меняюсь я смотрю, у меня ребенок меняется, приходит с пятеркой, в комнате порядок. Ну что нам нужно родителям еще? Кать, не пугаешься, когда все это происходит? Когда в комнате порядок, меня всегда у вас, наверное, постарше? Ну, сейчас тогда. Игорь, давайте еще что там. Ну, тут вот народ в Инстаграме возмущается, почему так показываются люди. Ну, потому что Инстаграм – это тупая социальная сеть, и эфир идет не из Инстаграма, а из сервиса Restream. Он в Инстаграм просто передается. И виды докладчиков, они у нас тут меняются в трансляции Zoom. Вот тут вопрос такой с подковыркой.
А если Вивасан нет такого масла, чем пользуетесь? То есть, видимо, задает человек из другой компании, торгующей эфирными маслами. Вы понимаете, в компании Вивасан довольно-таки широкая линейка. И если нет такого масла, как какого-то вы там имеете в виду, мы из нашей линейки Вивасан можем найти эфирное масло с такими же свойствами, с похожими компонентами в составе и с похожим воздействием. Мы его использовать. Да, Взаимозаменяемость эфирных масел большая. Можно я отвечу на этот вопрос, потому что я лично много раз разговаривала с Сильвио Фриголи и Кристой Фриголи. Кто это такое, Ольга Васильевна? Это производители, которые поставляют, производители, владельцы завода Эликсан Ароматика в Швейцарии, которые мы получаем, откуда мы получаем эти масла. Кроме того, завод Эликсан Ароматика, который производит эфирные масла и все, что связано с эфирными маслами, там не только чистые эфирные масла, там еще производных очень много продуктов. Так вот, 70% поставляемых масел на внутренний рынок Швейцарии из Эликсан Ароматика. И здесь, кстати, очень хороший вопрос, спасибо большое, потому что у нас очень много доказательной как бы базы такой, которую мы можем предоставить, кроме того, что еще и пригласить к эфиру Сильвио Фриголи, никаких, надо переводчика только, конечно. Это, сейчас, одну секунду. И когда я задавала ему этот вопрос, почему у нас нет вот там какого-то масла, например, которое есть в других компаниях, он мне сказал, потому что вот тот набор масел, который предлагает Вивасан, он покрывает максимальное количество проблем, запросов, которые есть у нашей публики. Поэтому, если вы хотите, допустим, как он мне сказал, масло, по-моему, ириса, вот сейчас не могу вспомнить, потому что это был разговор несколько лет назад, то обратитесь к вашему президенту, поскольку масло этого ириса будет стоить то ли 700, то ли 800 франков 10 миллилитров, одно из самых дорогих масел. Вот. Но есть коллекция. Но это не отменяет другие компании, хорошие, с качественными маслами. И если вам нравится, и вы уверены, производители, вы можете поговорить, там, не знаю, об этом, то почему нет? Просто нам хватает пока. Да, Ольга Васильевна, согласна с вами, покрывает основные потребности. Только единичные случаи, я обращалась к подпольному производству масел, вот это 1-2 масла было. И да, они взаимозаменяемые, и сейчас благодаря вот этим смесям, да, как они... Композиции, да, их уже сколько, 7, 6, 5? Дуже много. Нет, таких Уже много. И находятся те масла, которых... Вот в таких флакончиках у нас нет. Самая голубая пижма и бессмертник. И мне не хватало вот этих хвойных, я взяла композицию с хвойные и использовала, да. Допустим, орегано заменяет тимьян, да, его также использовала при ковиде. Вот. Нам хватает, да, но и, как сказала Ольга Васильевна, есть прекрасные производители, другие фирмы. Это да, кто кому ближе оказался. Ну и кроме ближе, как бы здесь вот, например, я бы с удовольствием взяла, может быть, какое-то еще, не знаю, какое масло, вот сейчас придумать не могу, потому что у нас такая широкая линейка, но тем не менее, кому-то что-то, кто-то сказал, да, что-то понравилось. Все-таки с чего я лично исхожу, и многие из нас. Я знаю адрес, телефон и лично владельца этого завода. Мы были в Швейцарии, не только я и многие из нас, вот те, кто присутствует. И эта прозрачность информации лично меня устраивает. Если будет компания, в которой я могу также выяснить, где это производится, какое это сырье, по каким это параметрам, я с удовольствием буду пользоваться еще чем-нибудь. Еще нужно обращать внимание на количество действующих веществ. Вот если поставить производителей, да, и какое-то масло, в компании Вивасан цены средние, они не высокие и не низкие, которые будут характеризовать некачественность масел. Если какое-то масло будет стоить дешевле такого же объема, возьмите, оно натуральное, и попробуйте их использовать, вот как мы используем в смеси, вот, допустим, все масла этого же производителя, и в компании Вивасан, другой компании, и вы увидите действенность, да,
какая смесь каких масел будет действовать сильнее, эффективнее, то есть это будет говорить о количестве действующих веществ, потому что у каждого производителя они будут разные. Допустим, могу рассказать, что масло мяты другой компании помогло в одном случае быстрее, масло мяты компании Васан помогло в другом случае быстрее, потому что состав этих масел тоже разный. Не очень поняла про состав, именно состав самого масла. Я просто, знаете, что у меня вот в этом разговоре, у меня сейчас появилась, она давно, правда, бродит эта идея, нам нужен переводчик. Или с итальянского, или с немецкого. Ну, на английском Сильвио Фриголи говорит, но не очень, ну, так сказать, не очень резво. А вообще идея в том, чтобы пригласить, если он согласится, Сильвио Фриголи и Кристо Фриголи, то есть людей, которые нам делают эти масла в прямой эфир, это было бы вообще замечательно. Вообще хорошая идея. Есть слушай. идея, Это было Ольга бы бомба. Васильевна. Есть русско-немецко говорящая в структуре девушка, вы ее знаете, в Германии, которая прекрасно владеет немецким языком, но вполне. Вот, Жанетта, мы... Так что, смотрите, спасибо всем за вопросы. Как тут идеи появляются. Игорь, есть еще вопросы? Да, еще из Инстаграма последний вопрос. Вопрос чемпион, победитель, лучший вопрос дня. Заметьте, это не я спрашиваю, я сразу на это уточняю, могу даже сказать, кто. Вопрос. Как пить эти масла? Я, конечно, бы ответил бы, но лучше специалист. Это, если вы не знаете, как пить эти масла, значит, нужно это все узнать при личной встрече, потому что все чисто индивидуально, и просто так сказать, как пить эти масла, ну, я считаю, Очень много рецептов, и какой вам нужен на рецепт, мы не широкую знаем. публику Да. это именно нужно частной консультации. А можно вот я сначала до Кати, а Катя уже потом скажет, потому что Катя проходила серьезное обучение, и Татьяна Ивановна проходила серьезное обучение у ароматерапевта знаменитого, известного. Я просто скажу то, что, ну, на что я всегда обращаю внимание, то, что мне говорили в свое время ароматерапевты. Они говорили, что пить эфирные масла вообще не нужно. Потому что эфирные масла проходят в организм абсолютно вот по-любому совершенно. Через воду, через ванну, через понюхать. И они проходят элегантнее и мягче. Но поскольку, если у меня что-нибудь болит, мы привыкли, что надо таблеточкой это заглушить, хочется выпить. Желательно побольше. И вот тут возникают у людей проблемы. Не одна капля, а 5. У нас был даже такой случай, который 40 капель накапал апельсина. И у него кроме вот тахикардии, слава богу, больше ничего не было. И поэтому вот когда у меня спрашивают, я говорю, так, стоп. Либо я показываю, и ты мне показываешь, как мы будем с тобой вот, пить через эмульгатор и прочее, прочее. Либо мы вообще не будем пить. Они работают по-другому. Я права, Катя, или нет? Да, я о чем и говорю, что вот по каким-то документам, по-моему, Европейской ассоциации, там ароматерапевтов, ну как по-другому называется, запрещено всеобще, всемирно запрещено принимать масла внутрь. Если вы чувствуете, что вам это необходимо, и вы уверены в качестве масла, у вас есть консультант, который вас научит. Да, я упоминала это покапельно, о маслах ладана и розы. И еще, да, почему? Масла проникают, они проникают как угодно. Но, допустим, если нам плохо, животу, да, желудку, мы масло фенхеля, почему мы на хлебную капсулу и внутрь? Потому что так оно не попадает в кровоток, мы не разжевываем, а глотаем. И так оно сразу оказывается в месте проблемы, с которого началось, да? Почему мы можем это под язык, капля? Потому что там проникает быстрее, распространяется там быстрее для определенной какой-то проблемы. А тогда, если вы только знакомитесь с маслами, вам не нужно этого делать. Вот, или делать под руководством человека, чтобы потом не говорили, что происходили какие-то случаи, когда пили пузырьками. Да, или в аптеку пошли и купили. Про мяту, потому что пишут, просто мяты разные, ну, совершенно Да, верно. вот Василий задавал вопрос по составу, что значит по составу. Вот, допустим, там берем масло мандарина, ну, потому что там легко плотно, да, его представить. Если масло сделано из зеленых мандаринов, количество там какого-то вещества, там их много, их там до 100, будет одно, и действовать оно будет по-другому. Если из мандарина спелого, или тимьян, да, несмотря на каких склонах, или лаванда, в какой период дня. И от этого меняется состав масла. И
компания должна, ну, то есть есть вот этот состав, где также по определенным веществам видно, допустим, 1,8 циниол. Он содержится в таком-то масле, в каком количестве. Значит, масло будет иметь такое свойство. Вот. Или есть примеси других веществ. Значит, масло некачественное. О, Кать, спасибо большое за этот комментарий, это абсолютно точно. Но кроме того, и масла они иногда и пишут, да, из каких апельсинов, из горьких, из цветков апельсина, из плодов, там, ну и так далее. Но я, знаете, здесь что вспомнила? В самом начале, это ж было почти 2 года назад, когда у швейцарцев спросили, мы были в Москве, и кто-то, по-моему, когда спросили... В общем, там была такая презентация, что когда собирают травы, это ну, допустим, тимьян, 70 сантиметров высоты растения должно быть, до 70 сантиметров. Собирают его на восходе дня, то есть до восхода солнца, чтобы солнце еще не коснулось. Ну и тогда вот какие-то такие вот вещи. Дают идеальные условия, да. в котором растение отдаст максимально качественно и много. А теперь представьте нас, еще 22 года назад, постсоветских людей, которым рассказывают, что растения собирают 70 сантиметров и не более, что там до восхода солнца. Думаешь, господи, они о чем? И тогда Томас Гётрид, наш президент компании, сказал, объясните им, почему. И тогда он начал говорить, да потому что если солнышко коснулось, там будет уже не будет столько эфира, самих эфирной вот этой субстанции. Да потому что если оно переросло или не доросло, тоже не будет той заявленной цифры, которую обещают производители. Ну, а дальше был еще один замечательный, обескураживающий вопрос, потому что мы все равно зависли. Мы зависли, потому что мы начали так, хорошо, предположим, не получилось, собрали не тот вообще, не ту траву. Ну что-то вот случилось, собрали. И тут вопрос был такой. Скажите, пожалуйста, если все-таки собрали, и оно не соответствует вот этим параметрам, вы куда деваете эту траву? На что был мгновенный вопрос, который вообще нас совершенно, мы совсем взялись за голову. Он говорит, мы измельчаем и разбрасываем на те же поля, на те же самые плантации. Тут мы окончательно подзависли. То есть как это? Ну ведь это же дорого. Он говорит, нет, это значительно дешевле, нежели из этой травы произвести продукт, потом он не пройдет, как это называется, я не знаю, но вот эти вот контроль, да, и все, а уже будет затрачено на производство, на флакончики, на то есть, и это все истребляется, то есть это изымается. Поэтому, если это не то сырье, его измельчали, ну вот как удобрение используют, как удобрение. Вот так вот сейчас, Василий, вы рассказывали, я летом была в Крыму на виноградниках, на производстве вина там частного, и я поняла, что производство эфирных масел очень схоже с производством вина. У них тоже такое же, у нас какое солнце, сколько дождей, там вмешиваются, не вмешиваются в данное, так что ценность продукта. То есть мы точно знаем, что травы росли, как они должны расти, что собраны вовремя, что произведены по высочайшим технологиям, упакованы и так далее. Поэтому мы полностью им доверяем, и больше нам и ничего не надо, кроме этой линейки Вивасан. Да, как я говорю, все настоящее, оно просто проще, что вам такой путь легче, то вы выбираете, соответственно, вот легкий путь, где есть не весь спектр, но большое количество, да, единичные масла. Так, ну мы, наверное, будем заканчивать 1,5 часа. Да, ну слушайте, эфир шел. Так легко прошел эфир вообще. Легкий эфир, красивый эфир. Спасибо, Катя, большое. Мы надеемся, что вы, все, кто нас слушал, придете к нам в понедельник. Будет снова у нас Катя в гостях. И будем дальше продолжать общаться. Катя, ждем еще следующего раза с нетерпением.
Вот. И ждем от вас рецепты. Мы знаем, что и у Татьяны Ивановны множество рецептов, да у многих наших дорогих участников, кто сейчас, потому что все профессиональные люди, это и Воронеж, и Москва, и Белгород, Шебекино, Тамбов, что еще мы тут, я вот многих не вижу, но во всяком случае... Да, ну Липецк, конечно, вот они из Липецка вещают тут, они сегодня... Катя из Подмосковья. Новый Оскол. Новый Оскол, столица нашей Родины сегодня Липецк, Да. поскольку у нас спикеры из Липецка. Спасибо вам огромное. Москва, Катя в Москве. Татьяна Здесь Ивановна, огромная Ольга благодарность, Васильевна. спасибо, пишут очень много. Спасибо, Да, Катюш, молодец. Спасибо всем, кто был со мной на всех 3 эфирах. Я очень вам благодарна за ваши комментарии. Простите, если на что-то не успеваю отвечать, потом прочитываю. Вот, мне очень приятно. Ольга Васильевна, Татьяна Ивановна, спасибо большое за возможность этого общения, которое воодушевляет и вдохновляет. Пока-пока. Спасибо всем. Всем Пока, счастливо.